Российская империя уверенно шагала по континенту. Она преодолевала бескрайние просторы, осваивала богатство Сибири, выходила к Черному морю и возводила новые города. Но наступило удивительное время. Империя переступила порог Тихого океана и открыла для себя земли, доселе неведомые, полные невиданных богатств. Так началась удивительная история Русской Америки. И сегодня мы отправляемся в путешествие на другой континент, чтобы попытаться понять, почему эта история сложилась так, что Русская Америка осталась лишь кратким абзацем в учебниках. В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Уроки географии», масштабный проект, рассказывающий о том, как формировалась карта нашей необъятной страны. Через великие события, сражения и открытия мы прослеживаем путь нашей Родины сквозь века. Мы отправляемся в путешествие сквозь эпохи и расстояния, чтобы сделать 8 шагов по карте России. История Русской Америки, государственный взгляд в эту сторону бросил Петр I. Во время путешествия своего, знаменитого путешествия в Западную Европу, к нему неоднократно обращались и правители западных стран, и ученый Лейбниц с помощью российских сил уточнить, есть ли все-таки пролив между Азией и другим материком. Петр I решил уважить просьбу на словах замечательных европейцев, но, тем не менее, он понимал, что такая заинтересованность Запада к этим землям, это, скорее всего, относится к интересам геополитическим. Вот почему и мы говорим, что государственный взгляд в эту сторону бросил Петр I. Ему было уже известно об исследованиях, о мореплавателях, промышленниках, что есть какая-то земля вот там за горизонтом, то туда двигал хвост пушного зверя. И вот почему российские промышленники, русские промышленники с севера, двигали туда, в ту сторону. За 3 недели до своей смерти император в письме, в секретном письме, записке Берингу, настоятельно просил предоставить подтверждение, что это наша земля. Впервые мы оказались в Северной Америке благодаря Берингу и Чирикову. Очень быстро поняли люди, что на Командорских островах и на Аляске водится огромное количество котиков и особенно каланов. А морские котики и, опять же, особенно каланы – это млекопитающие, которые имеют самый густой мех. Калана в России называли морской бобр. Вот именно про него, как считают пушкиноведы, соответственно, Александр Сергеевич писал: «Уж темно в санке он садится, поди-поди раздался крик, морозной пылью серебрится его бобровый воротник». Такой франт, как Онегин, никогда бы не носил простого бобра. Считают, что его воротник был именно из калана, который стоил в десятки раз больше. Такой человек, как геодезист, вот его зарплата годовое жалование, оно было, соответственно, равно этой шкуре. За пушным зверем-то и стремились, изначально наши промышленники. И началась гонка, началась жестокая конкуренция между промышленными компаниями. И здесь надо выделить фигуру Григория Шелихова, его называют русским Колумбом. Почему? Потому что у него была организована торгово-промышленная компания. Он на американской территории уже организовал русские поселения и нещадно разбирался со своими конкурентами и с местным населением. Принес огромный доход не только себе, но и казне. И вот за это Екатерина II его награжден он был медалью и саблю даже пожаловала, что это очень почетно, тем более купцу. Значит, он уже у нас как дворянин выступает.
Но через какое-то время та же Екатерина хотела его привезти в Петербург в клетке и наказать. Почему? Да, вот за это жестокое обращение с коренным населением. Шелихов предлагал Екатерине, что давайте вольем в состав Российской империи вот эту территорию. Екатерина заявила, что торговать это одно, владеть другое. А этих шкурок добывали тысячами. Понятно, что туда сразу же наиболее предприимчивые купцы ринулись. Продолжалась добыча пушного зверя, отправлялись огромные транспортные средства с вот этой пушниной, с костью, моржовой. Просто вот если посмотреть реестр, просто какие-то астрономические возникают цифры. Это и время образования крепостей, городов, время распространения православия, Иннокентий Святитель Аляски, исследований, время потом оперы Юнона и Авось. Но хочу уделить внимание исследователям. Вот Лаврентий Алексеевич Закоскин, который заключил контракт с русско-американской компанией, ему выпало на долю прошагать практически всю территорию этой Аляски в 30-градусный мороз. И, по сути, он первый, вот этот вот русский наш морской офицер, наложил на карту мира, что такое Аляска. С реками, с их бассейнами, с рельефом. Но экспедиция была просто неимоверно сложная. И, как он писал, приходилось добычу отнимать у волка. В общем, там много-много. Это просто стоит отдельного фильма. Вот это его приключение, это его экспедиция. Добыча пушного зверя приносила колоссальные доходы. И это было лишь вопросом времени, когда вместо одиночных купцов на сцене появится настоящая коммерческая компания, предприятие, соединившее частную инициативу и государственную мощь. На горизонте уже маячила российско-американская компания, уникальное детище империи, которому суждено было стать главным действующим лицом в этой заокеанской эпопее. Единичных купцов не хватало, поэтому они стали соединяться в компании, артели, и в конечном итоге возникла русско-американская компания. Организация с капитализацией гораздо больше, чем у современного «Газпрома». И в конечном итоге акционером этой компании стал сам император. А после того, как император купил акции, уже, естественно, все и приближенные тоже его стали этим заниматься. Как действовала российско-американская компания в своей главной отрасли добычи пушнины? Бизнес хорошо, но если еще и контролирует государство, я не знаю, как это. Это две стороны медали. Государственная политика четко определяла с местных жителей такое-то количество, такого-то зверя, такая-то оплата. Оплачивали обычно металлом, бисером, то есть то, что мы знаем по фильмам. И, естественно, на более выгодные условия коренные жители устремлялись туда, вот к этим американским пунктам. Тем не менее, где-то до 40-х годов, XIX века, можно говорить о том, что дела компании все-таки шли хорошо. Но это, представьте себе, какая местность, если Загоскин, 30 градусов мороз, то есть добывать пропитание. На одном этом моржовом жиру и на рыбе никак не получается. Нужен хлеб, особенно русским поселенцам. Им было не так уж и много. Нужен хлеб. И вот мы вспоминаем подвиг Николая Петровича Рязанова, вот он отправляется в Калифорнию, там девушка его любит, Кончита, и весь этот сюжет. Но главное то, что Рязанов таки смог добыть это продовольствие, и на вот этих кораблях продовольствие достигло русской Америки, и, по сути, жители были спасены. В первую очередь, конечно же, опять же, это деньги. В то же самое время были огромные проблемы с логистикой. То есть русские купцы
с огромным трудом, добыв огромное количество этих шкурок, потом с огромным трудом через всю Сибирь тащили их несколько лет в поселок Кяхту. Там был единственный пункт торговли с Китаем. И опять-таки китайские купцы, обладая монополией, они очень сильно сбивали цену на эти меха. Вот. Ну и плюс еще, пока несколько лет эти меха везли, они, соответственно, портились. Поэтому цена их была ниже. В то же самое время на север Тихого океана добрались как англичане, так и американцы, которые, опять же, уже от англичан избавились во время войны за независимость. И сейчас мы можем подходить к вопросу о необходимости кругосветных путешествий для поддержания деятельности и русско-американских компаний, и укрепления на наших американских владениях. Империя, раскинувшаяся на 2 континентах, подобна разделенному дому. Она не может быть крепка без надежной связи между своими частями. Чтобы решить вопросы логистики, покорить погоду и идти по волнам и морям, нужны были дерзость и отвага. Предпосылкой к тому, чтобы флаг Российской империи ушел далеко за границы привычных континентов, стали именно логистика и управление снабжением. Они привели к уникальным последствиям. Флаг России появился во всех уголках Земли. Мы совершили первое кругосветное плавание. Но помогло ли это сохранить русскую Америку? И тогда русско-американская компания поддержала проект Ивана Федоровича Крузенштерна, который вот задумал первое русское кругосветное плавание. С одной стороны, в Кронштадте мы загружаем на судно все необходимые товары, которые нужны на Аляске, а это практически все. То есть металл, веревки, то есть на Аляске было только глина, можно было что-то керамическое делать, древесина, вот. По сути, все. То есть все нужно было везти. Так вот, корабль загружался всеми необходимыми товарами для Аляски, двигался, снабжал поселенцев всем необходимым, потом забирал там меха, меха вез в Юго-Восточный Китай. И были снаряжены 2 корабля. И вот всем прекрасно знают историю этого замечательного путешествия. Вы видите разницу? Все-таки климат, да, вот это географические условия, вот у нас не зря уроки географии, говорит климат о том, что вот эти позиции, это основоопределяющие в судьбе тех или иных владений. Поскольку мы уже заговорили, что американцы еще тогда проникали, да, при Загоскине, это 40-е годы, так они проникали еще ранее. И не только таким подпольным партизанским путем, вот как отмечает Загоскин, еще при Александре Первом уже американцы, дипломат американский Адамс, будущий президент, американский президент, уже Александру Первому в доверительных беседах так намекал, что торговля России успешная с Америкой невозможно без без государства Соединенные Штаты Америки. Потом при Николае Первом заключили торговый договор. Да, мы активизировали работу в торговле с Америкой, но главенствовали-то американцы. Мало того, что американцы, вот надо всегда иметь в виду, что такое американцы. Некогда погоня за несметными пушными богатствами обернулась логистической и экономической катастрофой. То, что мы красиво называем русской Америкой, словно было обречено. И теперь счет пошел уже даже не на годы. Неизбежное расставание с русской Америкой начинается. Финансирования не хватало. Да, российско-американская компания снарядила почти 30 кругосветных путешествий, но не спасала. А путешествие-то у нас все равно на парусах уже тоже когда лимит исчерпан. А время великих реформ, о которых я вам сказала, это время финансовой бездны.
То есть вот ярый антимонархист, анархист Кропоткин, он говорит, что Александр III, преемник Александра II, он просто удержал Россию над бездной, над пропастью, куда мы должны свалиться. Потому что реформы требовали огромных затрат. Все пришло в дисбаланс. Вспомните роман Толстого «Анна Каренина», это 70-е годы. То есть никто не знал, что делать, хотя уже какое-то время прошло. Как в семейной жизни какой-то, так и в политической, экономической и так далее. Американцы так постоянно, шаг за шагом, продвигали свою идею о владении все далее и далее. И я упустила момент, в 1824 году, опять же, американцы настояли на том, что была заключена конвенция между США и Россией, которая определяла сферу деятельности и той, и другой стороны, и, главное, под границу между нашими государствами. Но этого было уже мало, американцам. И зная о наших экономических трудностях, зная, в какую изоляцию Россия попала еще в Крымскую войну, а единственная Америка поддержала, по сути, нас в эту войну, против которой вся Европа на нас окрысилась. И стали продвигаться все-таки проекты продажи этих земель американцев. Среди русских деятелей, кто был за продажу, это самый либеральный член императорской фамилии, великий князь Константин Николаевич. Затем наш замечательный исследователь и правитель Дальнего Востока Муравьев, адмирал Путятин, который, кстати, заключил потом договор с Японией, решило правительство все-таки продать. Сначала предлагали американцы 5 миллионов золотом, но в результате переговоров сошлись на 7 миллионов долларов. Забегая вперед, скажу, что пошли на строительство железных дорог, этой суммы, часть суммы, а остальные на выплату задолженностей по акциям, которые вкладывали акционеры в эту компанию. То есть компания и правительство в этом вопросе была честна. Но тем не менее, 30 марта 1867 года состоялся торжественный спуск российского флага и подъем американского. И, может быть, символично, что российский флаг, спускаясь на флагштоке, застрял, и на 27 метров русскому офицеру пришлось туда подниматься, чтобы опустить. И взвился американский флаг. А наш замечательный, упомянутый мною Лаврентьев Алексеевич Загоскин, который уже давно отошел от дел, занимался садоводством, был соседом Мичурина. Существует легенда, что когда он узнал о продаже Аляски, он выбросил портрет Александра II из окна. То есть это, конечно, можно сказать, историческая логика продажи Аляски. Мы лишились русских колоний, но мы знаем, что у нас и кругосветка, и побережье, все-таки это значимое продвижение России в мировой политике, геополитике. Все, что не делается, делается во благо. Пожалуй, это самое частое выражение, которое можно применить и к расставанию с русской Америкой. Империя не удержалась на новом континенте. Однако и потерями в обычном понимании это назвать нельзя. Эпоха заканчивалась, но история продолжалась. Вырученные деньги, в том числе от продажи Аляски, станут подспорьем для нового технологического рывка, для индустриализации, для появления нового вида транспорта – сети железных дорог, которые во многом послужат геологической разведке и будущему всей империи. Об этом мы поговорим в другой серии.